Эй, друзья, сегодня у меня для вас кое-что, от чего можно слегка прифигеть. Готовы увидеть змею, которая ломает все привычные представления о природе? Да, вы не ослышались. В этом ролике я расскажу вам про это удивительное создание, способное застать врасплох даже самых опытных натуралистов. В мире змей понятие красоты может варьироваться, так как многие виды выделяются яркими цветами. Но особенно стоит отметить колючую кустарниковую гадюку, которая живет в тропических лесах Центральной Африки. Ее особенность заключается в необычных чешуйках, похожих на маленькие шипы, создающие эффект взъерошенности. Хотя эта гадюка невелика по размеру, ее яд чрезвычайно опасен для людей. Впрочем, она редко проявляет агрессию и предпочитает держаться подальше от человека, ведя жизнь среди деревьев. Эта змея прекрасно адаптирована к лазанию по веткам и стволам растений. Часто она скрывается в густой растительности и даже может оказаться внутри крупных цветов. На землю она обычно спускается ночью, чтобы охотиться на мелких животных, таких как мыши, лягушки и ящерицы. Гигантская многоножка – это одно из самых опасных и ядовитых тварей на Земле. Это быстрое существо, обладающее 23 парами ног, что помогает ему ловко передвигаться. В длину такая змея-многоножка может достигать 1 фута. Ее рыже-коричневое тело разделено на сегменты, каждый из которых оснащен парой желтоватых ног с коготками. Передняя пара ног этого ядовитого монстра эволюционировала в своеобразные челюсти, оснащенные ядовитыми железами, а задняя пара превратилась в мощные конечности, позволяющие ей эффективно перемещаться в почве. Многоножки широко распространены в Южной Америке, на Ямайке и островах Тринидад. Они охотятся на мышей, жаб, ящериц, змей и птиц, развивая высокую скорость при преследовании добычи. Захватывая жертву передними ногами, многоногая змея вонзает в нее свои ядовитые челюсти. Откусив большие куски добычи, она отправляет их в желудок, где они неспешно перевариваются. Трапеза иногда занимает несколько часов. Укус гигантской многоножки или по-научному скалопендры чрезвычайно болезнен для человека, вызывая отек, жар и общую слабость, которые могут длиться от нескольких часов до пары дней. Однако для большинства людей укус не смертелен. Змея Белчера – это морская змея с одним из самых сильных ядов, получившая свое название в честь британского адмирала Эдварда Белчера. Хотя она не агрессивна, случайные укусы возможны при попадании в рыбацкие сети. К счастью, эта змея выделяет мало яда, поэтому летальные исходы случаются редко. Длина змеи составляет от 19,5 до 39 дюймов. У нее небольшая узкая голова с дыхательными клапанами над ноздрями, что позволяет ей дышать воздухом. Тело змеи тонкое, покрыто крупными чешуйками с небольшими бугорками посередине каждой пластины. Брюхо покрыто узкими чешуйками, а хвост имеет форму весла и сильно сжат с боков. Окраска змеи желтовато-зеленоватая с темными зелеными полосами. Змея Белчера предпочитает обитание рядом с коралловыми рифами и является отличным пловцом. Она может находиться под водой до 8 минут. Рацион этой змеи включает рыбу и моллюсков. Яд змеи содержит нейротоксины, влияющие на нервную систему, и миотоксины, вызывающие сильные боли. Вид встречается в Тихом океане, особенно у берегов таких стран, как Таиланд, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Новая Гвинея, Соломоновы острова, а также у рифа Ашмор в северо-западной Австралии. Коротконосая морская змея – крайне редкий ядовитый вид, живущий у северного побережья Западной Австралии. Эти змеи достигают длины около 2 футов и имеют окраску от коричневой до темно-фиолетовой с полосками. Они обитают на глубинах свыше 32 футов, но днем прячутся на мелководье среди кораллов. Питаются мелкой рыбой, которую парализуют своим сильным ядом. Существует 2 популяции этих змей. Одна на рифе Эшмор, другая вдоль западно-австралийского побережья, включая риф Нингалу. Коротконосая морская змея находится под угрозой вымирания. Гадюкообразная смертельная змея имеет длину тела от 27 до 39 дюймов. Внешне она похожа на гадюку. Широкая треугольная голова с ярко выраженными скулами резко переходит в шею. Надглазничные щитки выступают в стороны, а чешуя на спине ребристая. Клыки у змеи довольно крупные. Тело короткое, окрашено в светлый коричневый цвет с несколькими темными полосами вдоль туловища. Эта змея обитает в Австралии, на Новой Гвинее и соседних островах. Она выбирает лесные и кустарниковые зоны,
саванны, активно в ночное время и чаще всего перемещается по земле. В рационе преобладают мелкие млекопитающие, птицы и другие змеи. Когда сталкивается с возможной угрозой, змея остается неподвижной, полагаясь на свою окраску для маскировки, вместо того, чтобы спасаться бегством или принимать угрожающую позу, что характерно для поведения гадюк. Чатая коричневая змея принадлежит к семейству аспидовых и роду ложных кобр Гюнтера. Это один из самых ядовитых видов сухопутных змей, занимающий второе место по токсичности яда. Область обитания этой змеи охватывает Австралию, Папуа-Новую Гвинею и Индонезию. Название вида указывает на коричневую окраску, но взрослые особи могут иметь различные оттенки – от желтых, желто-коричневых и оранжевых до черных, серебристых и серых. Молодые змеи отличаются более темной головой с черным затылком и красноватыми пятнами на животе. Тело змеи покрыто 17 рядами спинных чешуек. Затем следует разделенная анальная чешуя и от 45 до 75 хвостовых чешуек. Также разделен. Средняя длина этих змей составляет от 43 до 71 дюйма, хотя зафиксированы особи длиной до 94,5 дюймов. Змеи длиннее 6,5 футов считаются очень крупными. Сетчатые коричневые змеи живут в различных местах, начиная от сухих эвкалиптовых лесов и прибрежных холмов и заканчивая внутренними кустарниковыми равнинами и сельскохозяйственными угодьями. Они избегают дождливых лесов и слишком засушливых пустынных районов, где сложно найти укрытие от солнца. Так как основной пищей для них являются грызуны, такие как домашние мыши. Эти змеи часто встречаются вблизи ферм и жилых домов. Рацион сетчатых коричневых змей включает в себя также лягушек, мелких птиц, яйца и даже других змей. Тигровая змея – ядовитая представительница семейства аспидов, обитающая на юго-востоке Австралии и острове Тасмания. Она живет в различных ландшафтах, включая леса, луга, пастбища и пустыни. Средняя длина этих змей составляет примерно 6,5 футов. Окрас тигровых змей разнообразен. Он может быть серым, оливковым или красноватым. В их рацион входят мелкие ящерицы, змеи, земноводные, крупные насекомые и небольшие млекопитающие. Хотя тигровые змеи обычно спокойны, важно помнить, что они относятся к числу самых ядовитых сухопутных змей. Маленькие животные, укушенные ими, погибают почти моментально, порой даже не успев сдвинуться с места. Яд тигровой змеи сочетает в себе нейротоксины и антикоагулянты. Нейротоксины вызывают мышечный паралич, а антикоагулянты нарушают свертываемость крови, приводя к кровотечению. Эффективность противоядия зависит от скорости его применения, прежде чем наступит паралич. Бумсланг – ядовитая змея из семейства ужеобразных, чье название происходит от африканского термина бумсланг, означающего «древесная змея». Взрослые особи обычно достигают длины 4-5 футов, хотя некоторые могут вырастать до 6,5 футов. Тело у бумсланга стройное, голова короткая, а глаза большие и выразительные, с яркой зеленой радужкой. Окраска змеи может варьироваться от полностью зеленой до зеленой с черными полосами и пятнами, а также оливковой, коричневой или черной. Нижняя сторона тела имеет желтоватый или желтовато-зеленый оттенок. Ядовитые зубы расположены глубоко в верхней челюсти. Этот вид широко распространен в тропической Африке, южнее Сахары, вплоть до Южной Африки. Бумсланг обитает в различных экосистемах, включая сухие саванны, кару, равнинные леса и финбош. Активен в дневное время, предпочитает находиться на деревьях и кустах. Змея хорошо лазит и умеет имитировать ветви деревьев. В рацион бумсланга входят ящерицы, другие змеи, лягушки, а также крупные гусеницы и прочие личинки насекомых. Бумсланг известен своей агрессивностью, поэтому подходить близко и совершать резкие движения опасно. Он может напасть без предупреждения. Цепкохвостый ботропс шлегеля – ядовитая змея из подсемейства ямкоголовых, обитающая в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Назван в честь немецкого зоолога Германа Шлегеля. Взрослые особи обычно достигают длины 19,5–25,5 дюймов, иногда дорастают до 31,5 дюйма. Самки, как правило, крупнее самцов. Голова у змеи короткая и широкая, глаза большие, с вертикальными зрачками. Над глазами находятся короткие рожки, образованные выступающими надглазничными чешуйками. Хвост средней длины и цепь. Основная окраска зеленая с ячеистым узором из тонких красно-бурых полос. Кончик хвоста окрашен в светло-красный цвет. Встречаются и другие варианты окраски. Зеленая или коричневая с темными пятнами. Однотонная ржаво-оранжевая или желто-оранжевая. Цепкохвостый ботропс шлегеля предпочитает влажные тропические леса и встречается на высотах до 8700 футов над уровнем моря. Днем змея лежит на ветках или свешивается с них, опираясь лишь на конец цепкого хвоста. Из этого положения она может атаковать, сворачиваясь
в воздухе кольцами и вытягивая вперед переднюю часть тела. С наступлением ночи змея активизируется и ловко перемещается по ветвям в поисках пищи. Ее рацион состоит из мелких млекопитающих, лягушек, ящериц и спящих птиц. Известны случаи каннибализма. Для приманки добычи змея использует яркий кончик хвоста. Зеленая мамба или западная мамба – ядовитая змея, обитающая во влажных тропических лесах Западной Африки. Она активна преимущественно днем, но при подходящих условиях может охотиться и ночью. В природе ее добычи – птицы, ящерицы и мелкие млекопитающие. Яд змеи содержит мощные нейротоксины, вызывающие некроз тканей и общий паралич. Без быстрого введения противоядия укус зеленой мамбы может привести к смерти человека. Зеленая мамба имеет стройное тело с длинным конусообразным хвостом. Средняя длина взрослой особи составляет от 6 до 7 футов, а самые крупные экземпляры могут достигать 8 футов. Голова у змеи узкая и продолговатая, плавно переходящая в туловище. Когда змея поднимает шею вертикально, она слегка утолщается, но, в отличие от кобр, у нее отсутствует разворачивающийся капюшон. Зрачки круглые, радужка буровато-желтая, чешуя у зеленой мамбы гладкая. Верхняя часть тела окрашена в яркие оттенки, от желтовато-зеленого до чисто зеленого с желтым обрамлением чешуи. Задняя часть тела и хвост могут быть почти полностью желтые. У некоторых особей чешуйки очерчены черным сетчатым ромбом. Черная кожа между чешуйками особенно заметна на голове и хвосте. Верхняя часть головы окрашена так же, как передняя часть тела, либо чуть темнее. Нижняя часть головы, горло, брюхо и подхвостье бледно-желтый или желтовато-зеленый. Зеленая мамба ведет как древесный, так и наземный образ жизни. Во время отдыха она прячется в густой кроне деревьев, где ее трудно заметить на фоне зелени. Это очень активная и быстрая змея. Южнокитайский многополосый край – это вид ядовитых змей из семейства аспидовых, включающий 2 подвида. Один из них распространен на юге Китая, а также в Мьянме, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде. Другой подвид обитает в китайской провинции Юньнань. Длина тела этих змей обычно составляет от 2 до 4 футов, но может достигать максимального размера 5 футов 2 дюйма. Тело окрашено в черный цвет с белыми поперечными полосами. На спине насчитывается от 30 до 50 полос, а на хвосте от 9 до 15. Брюшная сторона молочно-белая. Эти змеи могут подниматься на высоту до 5000 футов над уровнем моря. У южнокитайского многополосого крайта ядовитая железа хоть и небольшого размера, но производит очень сильный яд. Змеи обитают вблизи водоемов и активны в ночное время. Их рацион состоит из рыбы, лягушек, других змей, мышей и прочей добычи. Высушенное тело без внутренних органов используется в медицинских целях. Цепочная гадюка, также известная как гадюка Рассела, это наиболее распространенная ядовитая змея Южной Азии, укусы которой представляют значительную угрозу для человека. Более половины всех зарегистрированных случаев змеиных укусов в регионе связаны именно с этим видом. В Индии она включена в так называемую большую четверку ядовитых змей, наиболее часто нападающих на людей. Вид назван в честь шотландского герпетолога Патрика Рассела. Максимальная длина цепочной гадюки достигает 65 дюймов, хотя в среднем она составляет около 47 дюймов в материковой части ареала, тогда как на островах размеры змей несколько скромнее. Цепочная гадюка распространена в Южной и Юго-Восточной Азии, а также на юго-востоке Китая и на Тайване. Черно-белая кобра – одна из самых опасных змей Африки, принадлежащая к семейству аспидов. Она достигает впечатляющих размеров, длиной от 4,5 до 9 футов. Голова у нее небольшая, с заостренной и слегка приподнятой мордой, что придает змее грозный вид. Тело мускулистое и сильное, подчеркивающее ее силу. Черно-белая кобра обитает в Западной и Центральной Африке. Молодые особи характеризуются белыми полосами на темном фоне, тогда как взрослые змеи окрашены в темно-бурый или черный цвет с металлическим блеском. Брюхо у них желтое, покрытая черными пятнами и полос, что делает змею еще более заметной и опасной. Предпочтительная среда обитания черно-белой кобры – лесные массивы и саванны, где она находит пищу и укрытие. Змея также отлично лазает по деревьям и может встречаться на высоте до 9000 футов над уровнем моря. Активно в дневное время, питается разными видами животных, включая земноводных, птиц, рыб, ящериц, мелких варанов и грызунов. Яд черно-белой кобры содержит нейротоксины, которые могут быть смертельно опасны для человека. На нашей планете обитает более 3000 видов змей, и их разнообразие гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Даже те змеи, которые обладают яркой окраской и ограниченным ареалом обитания, могут представлять серьезную опасность и быть готовыми к нападению в любой момент. А я, друзья, хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока-пока.